Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Ранчо у Санчо. Сегодня рубрика, которая всем всегда нравится, «Чё на ужин?». Сегодня делаем великолепный ужин. И я расскажу, почему именно этот. Кстати, тыковка, если что, с нашего огорода. Брат мой, родной брат, был в гостях у своих друзей. И он рассказывает, было мясо, было салаты и все остальное. Но царь блюда этого застолья, их застолья, было что? Запеченная тыква с сыром и чесноком. Ну, немного пряная такая. Вы понимаете то, что вообще достаточно очень просто, но очень вкусно. То есть было мясо, и люди мясо не ели. Были вкусные всякие салаты и все остальное. Тыква. То есть немного отдаленно сладко-солено-сыровато. Сыровато не в том смысле, что она сыровато. Короче, сырно. Сырно. Это прикольно. Ладно. Давайте, я просто хочу поделиться этим рецептом, рассказать, показать, чтобы вы это все попробовали. Тыкву. Разрезаем. Отлично. Теперь отсюда все вычищаем. Можно это все сделать ложкой. Прям вот так вот залазить и собирать. И, кстати, брат мне сказал, что даже вот кто не любит тыкву, вот такой вот рецепт есть будет. Поэтому посмотрим. Я еще сам такой не пробовал. Все, вышкребали. А теперь... Ой, да надо ее почистить. Разрезаем еще на половинки. И срезаем кожуру. И теперь тыкву делаем небольшими кубиками. Сначала ее вот так вот нарезаем. Кстати, моя тыква с огорода пахнет дыней. Она не переопылилась, не бойтесь. Ну просто такой, наверное, не рецепт, а такой сорт. И вот такими вот кубиками ее делаем. Чтобы она и побыстрее пропеклась. То есть приблизительно сантиметрик на 2. А теперь тыкву надо немного замариновать. Ну как сказать замариновать? Просто чтобы она запекалась в соусе. Отправляем всю тыкву в крупную тару, где будет легко ее просто перемешать. Немного стоит поперчить тыкву. Добавляем немного соли. Совсем чуть-чуть. Теперь отправляем 3 зубчика чеснока через вот такой вот пресс. И добавляем немного для пряности, вот как раз итальянских трав. 1 чайную ложку. Добавляем немного оливкового масла. 1 столовую ложку. И перемешиваем, чтобы все специи, масло распределилось равномерно по тыкве. И теперь пряную тыкву выкладываем на противень, а точнее в форму для запекания. Ну, что у вас там есть. Вот этот вот весь самый смак, соберите его, потому что, ну, это самое же вкуснятина. Распределяем здесь тыкву. И здесь немного разбросайте. Ну, это сама пряность, самая вкуснятина. Отправляем запекаться на 200 градусов, на 2 тена, верхний и нижний. Приблизительно все в зависимости от вашей духовки, но 25-30-35 минут это максимум. Ждем запекания. Тыква запекалась 35 минут. Но опять же, смотрите свою духовку, сколько же вам нужно. Просто тыква становится уже мягенькая и отлично. Теперь нужно будет что? Подготовить сыр. Сыр, который посыпем сверху, и будет очень вкусно. Сначала я натру. Кстати, я взял 2 сыра. Вот посмотрите, сыр моцарелла и сыр обычный гауда.
Сыр гауда. Я беру, натираю. Мы их посыпем по-разному. Объясню. Один будет такой как сказать, придавать тягучесть. А один сыр именно нужен для вкуса. То есть вот второй вот сыр можете выбрать такой, который вам нравится, который будет придавать еще какой-то аромат и вкус. Кстати, просто вам для подтверждения, что это очень вкусно, потому что, ну, братан сказал, это очень вкусно. Я сразу же сделал вторую партию. Поэтому сыр я натираю на одну и на вторую партию сразу же. Сыр отправляем в крупную тару. И туда нужно еще будет добавить немного зелени. Берем петрушку и мелко измельчаем. И отправляем к сыру. И берем моцарелла. И натираем также на крупной терке. А теперь пряную тыкву посыпаем сыром моцарелла. И сверху посыпаем сыром зеленью. При 180 градусах еще отправляем запечься, просто чтобы подплавился сыр. Буквально 5 минуток. Пора доставать. Тягучий сырочек, вкусная тыковка. И пробуем тыкву вот с таким вот тянущимся сырком. Ну ладно, пока это все отфоткивали, уже немного застыло, да пофигу. Тыкву нажимаешь об небо, тает просто. Очень, вот, короче, сейчас я все передам словами. Для себя я бы тыковку немного бы сделал бы аль денте, чтобы можно было слегка пожевать. Сейчас она прям тает во рту. Из вкусов, что здесь чувствуется? Это такая вот сладость, тыквенная сладость. Отдаленно чесночок. Вот именно 2 зубчика вот на такое количество, на 1 противень. Этого достаточно. Чувствуются травы, орегано, тимьян, розмарин. Вот эти вот итальянские травы, они прям дополняют. Чебрец здесь есть. Друзья, реально скажу я так, что это полноценное блюдо, здесь ничего не нужно. А вообще позиционируется вот такая вот тыква, как гарнир к мясу. Я скажу так, что я тыкву, как такую, практически не ем. А такую тыкву я могу есть хоть на завтрак, хоть на ужин. Короче, тыкву такую можно есть хоть каждый день. А еще и полезно. Друзья, спасибо всем, кто смотрел этот видеоролик. Палец вверх, комментарий с вас. А с меня продолжение вкусных, хороших видеороликов. Спасибо, пока.